Городские пейзажи, которые вы сейчас видите, это не Санкт-Петербург и не какой-то русский город, это столица Финляндии, Хельсинки. Добрый день, дорогие друзья, я нахожусь в Хельсинки, в финской столице. И сейчас иду по такому месту, которое я очень люблю, потому что это место мне напоминает Санкт-Петербург, и я здесь чувствую, как будто я нахожусь в северной столице России. Я в Финляндии, в Хельсинки, и как раз вот эта улочка, по которой я иду, очень напоминает центральные исторические районы Санкт-Петербурга. И, дорогие друзья, сегодня я совершу прогулку, которую давно хотел совершить. Прогулку по историческим местам в Хельсинки, связанных с Российской империей, с Россией, с Советским Союзом. В этот раз вы увидите много известных вам мест и некоторые неизвестные места. Это будет незабываемая прогулка, которая, я надеюсь, вам понравится. Как известно, в XIX веке, в начале XIX века Финляндия стала частью Российской империи, и как раз многое здесь поменялось. Хельсинки стал столицей, и император Александр I решил построить здесь храм. Был приглашен прусский архитектор Карл Людвиг Энгель, который был уже знаменит, известен достаточно российские знати. И вот он был приглашен из Санкт-Петербурга, где он находился, сюда, в Хельсинки, в Хельсинфорс, где как раз он начал проект того, чтобы город приобрел новый облик, такой мини-Санкт-Петербург. И как раз он спроектировал вот этот собор. Изначально, кстати, он назывался Николаевский собор в честь Николая I. Ну, а теперь это главный кафедральный собор Хельсинки. И он очень напоминает Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Они строились параллельно, одновременно. Но Исаакиевский собор должен был по правилам быть самым высоким храмом в России. Соответственно, никакой другой храм не мог выглядеть выше него. И этот храм чуть-чуть ниже, чем Исаакиевский собор. И Карл Людвиг Энгель, архитектор собора, умер в момент строительства храма. И он был достроен его учеником. Храм, кстати, не православный, хотя и имел имя Николаевский собор, но он протестантский, как и финны, и всегда был таким. И вот те новшества, которые ввел ученик Энгеля, как раз это вот эти 4 маленьких купола по бокам, фигурки апостолов, 12 апостолов по углам, по бокам, вот на этих портиках как раз мы их видим. И Александр I повелел посыпать звездочками вот эти вот маленькие купола, и мы видим такие мелкие россыпь звезд на них. Обратите внимание, вверху мы видим над главным порталом, над главным входом, видим так называемый тетраграмматон. Это имя Бога на еврейском языке, то в русской транскрипции нам известно как Иегова. Когда Финляндия стала частью Российской империи, конечно, она оставалась по большей части протестантской страной, и поэтому не было на тот момент православной церкви. Но необходимость с ней была, потому что русская эмиграция, они тоже хотели, чтобы такая святыня была. И вот как раз тем же Карлом Людвигом Энгелем была построена вот эта Свято-Троицкая церковь, маленькая православная церковь, которая была построена с первой половины XIX века. Это была такой отдушиной для русскоговорящих православных, которые жили в Хельсинки. И вот эта церковь с колоколом, да, она сейчас на реставрации находится, она такое маленькое русское украшение центральной части Хельсинки. И эта церковь Свято-Троицкая, и вот архитектура, вот эта бывшая больница, все, что здесь есть в этой части старого города, рядом с Сенатской площади, очень напоминает Санкт-Петербург. И это удивительно, что в стране, где сейчас, конечно, не очень хорошее отношение к России, вот то, что здесь сохранилось, то самое российское наследие в виде архитектуры, культуры. И, конечно, я думаю, что финны многие понимают, что именно благодаря Российской империи, например, Хельсинки стал столицей. И теперь это такой крупный город, интересный, туристический. Вот это, кстати, здание библиотеки, оно тоже было построено Карлом Людвигом Энгелем. Я, кстати, никогда не был внутри Хельсинского главного собора. Одним глазком заглянуть туда можно. А я сейчас нахожусь на Сенатской площади, в центре финской столицы. И как раз сзади меня вы видите университет главный, который был во время Второй мировой войны был уничтожен советскими войсками, был взорван. И потом его восстановили. Вот напротив него стоит подобное ему здание, копия университета.
здание Сената или городского совета сегодня. Это было первое здание, которое было построено на Сенатской площади. Собственно, из-за этого оно и получило название Сенатская площадь. Потом был построен университет. Интересно, что в здании городского совета в 1904 году произошло очень историческое убийство. Был убит вице-губернатор российский Бобриков. Он был убит финским политическим деятелем, который был за то, чтобы Финляндия стала независимой. Но, соответственно, Бобриков был сторонником того, чтобы Финляндия оставалась быть частью Российской империи. И конфликт нарастал, особенно в начале 20 уже века. Ну, как мы знаем, потом Финляндия все-таки стала независимой спустя 10 с лишним лет. А Бобриков был убит на ступеньках этого здания. К сожалению, там внутри снимать нельзя, это государственное учреждение. Был он убит Евгеном Шауданом, так звали его убийцу, который покончил с собой тут же в момент убийства, потому что понимал, что ему грозит тюремное заключение, несмотря на то, что он сделал то, что многие финны мечтали сделать. Ну, кстати, самым первым зданием, которое было здесь построено как раз Карлом Людвигом Энгелем, это вот здание с колоннами. Это здание было перестроено, это дом Бока. Бок — это была фамилия купца, который владел этим домом. И, кстати, вот на балконе этого здания в свое время выступал сам император Александр I. Ну, тогда еще не было микрофонов, и каким-то образом он выступал. Все вот эти дома, которые на Сенатской площади мы видим, которые напротив собора, это бывшие купеческие дома. Вот сзади меня как раз дом купца Киселева. Он как раз жил в период, когда Хельсинки приобретал столичные черты. И в этом здании, кстати, был магазин «Стокман», первый магазин «Стокман». Потом уже был построен большой «Стокман». Собор и Сенатская площадь – это часть района Круунунхака. Круунунхака – это район, который, и вот соседний район Клуви, многие улицы по сей день связаны, например, с российскими императорами. Вот эта крупная улица, которая здесь проходит и по которой идут трамваи, называется Александринкату, то есть Александровская улица. Названа она в честь как раз императора Александра. Вот. Рядом есть Софийская улица, сейчас мы по ней пройдемся, очень красивая, интересная улочка. Также есть улица Марийская в честь одной из членов императорской семьи, улица Елизаветинская в честь императрицы Елизаветы. Это все названия, которые были получили свои названия при российской эпохе. Ну и самое интересное, что есть на Сенатской площади, то, что говорит об уважении финнов к тому, что они чтят период, когда Российская империя владела, так скажем, ими. Это памятник императору Александру II. Императору Александру II, который жил в середине 19 столетия. Он очень сделал многое для автономии Финляндии. Именно он сделал так, что в итоге появилась здесь своя валюта, финская марка. Здесь были свои чуть-чуть законы, свои правители, отличавшиеся от Российской империи. И многие оппозиционеры и те, кто противились той власти, которая была на тот момент в Российской империи, в частности Владимир Ильич Ленин, небезызвестный, они здесь могли найти такое некое убежище, отдушину. И вот этот памятник Александру II, который поставил в конце 19 столетия сын скульптора Роннеберга, который сочинил гимн Финляндии, текст гимна. И вот его сын этого Роннеберга был скульптором, Вальтер Роннеберг. И он построил как раз памятник своему отцу на Эспланада. И построил памятник, вернее, возвел памятник Александру II, императору, которого очень любят, как я уже сказал, финны. Конечно, многие жители России, особенно Санкт-Петербурга, бывали в свое время, часто бывали в Финляндии, все это видели, и эти силуэты им очень знакомы. Но, однако же, если кто не знает, и кто никогда не был в Финляндии и плохо знаком с историей этой страны, будет удивительно увидеть то, что финская столица похожа на Санкт-Петербург, на имперскую Россию. И, конечно, это большая отдушина для тех, кто здесь живет, как я, что они могут вот эту архитектуру лицезреть, наблюдать и так представлять себе немного, что ты находишься в Питере. Конечно, здесь не так, может быть, красиво и помпезно, нет таких каналов, как в Санкт-Петербурге, но, однако же, город Хельсинки, его центральная часть, она очень напоминает Санкт-Петербург. И если так включить фантазию, то можно представить, что ты где-то в районе Исаакия, где-то в районе Медного всадника, потому что архитектура очень-очень напоминает питерскую. Я нахожусь на маленькой улочке, соединяющей Сенатскую площадь и Торговую площадь в Хельсинки. А вот как раз собор, вы видите, кафедральный. Улица называется Софийская, Софиянкату. И здесь интересно она тем, что, во-первых, она отражает дух того времени, да, очень, если вот это не эта белая машина, то было бы чувство, что мы оказались в 19
веке. Но интересно здесь тем, что здесь есть табличка. В свое время при Российской империи в Финляндии практически везде дублировались на 3 языках названия улиц: на шведском, на финском и на русском. Сзади меня ратуша, городская мэрия города сегодняшняя, а когда-то это была гостиница Сеурахоне, и здание тоже было построено великим архитектором Карлом Людвигом Энгелем. Вот я подхожу к дому, это тоже 3 таких купеческих дома, 3 здания, и вот ближайшее ко мне это дом купца Ушакова. Сейчас там расположен ресторанчик очень интересный, ну а когда-то этот дом принадлежал русскому купцу. Я нахожусь на улице Эспланади, ну или по-русски Эспланада, хотя это французское слово. Здесь совсем недавно открыли бесплатный туалет, но мы не об этом. Я сюда пришел, чтобы показать вам здание, которое финны называют Смольна. Знаете, да, что в Санкт-Петербурге есть Смольный дворец знаменитый, и когда Финляндия приобрела облик, похожий на Санкт-Петербург, было построено это здание, которое назвали Смольна, ну или по-русски Смольный дворец. Здесь была штаб-квартира вице-губернатора Финляндии, а сейчас там находится банкетный зал президентского дворца. Это очень интересное здание, историческое здание, красивое, в стиле ампир, которое регулярно реставрируется, куда регулярно приезжают важные люди на не менее важных машинах. И, конечно же, Смольный дворец – это тоже такой отголосок Российской империи. Вот это помпезное здание – это Верховный суд Финляндии, а вон то желтенькое здание, относительно неприметное, это, как вы думаете, что? Это президентский дворец. Бывший купеческий дом, Николай II здесь еще был, и многие императоры. Американский президент Рейган, когда приехал сюда в рамках делового визита в Хельсинки, в период, когда Россия была Советским Союзом, он увидел, как раз заезжая сюда в дворец президентский, увидел эту церковь и подумал, что он находится в России. Президенты очень много гастролировали по миру. Но неудивительно, что человек запутался уже, в каком городе он на данный момент находится. Сейчас мы подходим к знаменитому памятнику Стелла императрицы. Вверху видим орла, символа Российской империи. Монумент сооружен в честь Александры, императрицы. На нем так и написано. Это супруга Николая I. И существует такая легенда, что когда императрица в первый раз приехала сюда, в Гельсинфорск, в Хельсинки, тогда он так назывался, то она с пристани корабля было сложно попасть на землю, не обмочив ноги. И император Николай, ее муж, чтобы в неловкое положение ее не поставить, он ее донес на руках и сюда, чтобы поставить на землю. И, как говорят легенды, именно на это место нога императрицы впервые ступила на финскую землю. И вот эта стелла была как раз построена, возведена на этом месте в знак памяти, и до сих пор она сохранилась. Кстати, орел, который вверху, он во время гражданской войны был уничтожен и потом восстановлен. И сейчас он тоже украшает торговую площадь, на которой он находится, в центре Хельсинки. Сейчас я иду на паромчик, на маленький кораблик, который отвезет меня в крепость Суоменлинна, Свеаборг. Но туда можно добраться исключительно по воде. И мы как раз поедем, и там точно есть нам что посмотреть. От этой остановочки отходят каждые 40 минут в зимнее время паромчики в Суоменлинну, куда мы сейчас и направимся. Там есть на что посмотреть, потому что этот остров напрямую связан с Россией, и мы сейчас как раз это все посмотрим. Посмотрите, как красиво, когда плывешь на Суоменлинну. Это маленькое такое отступление. Давайте немного полюбуемся финскими пейзажами Балтийского моря, Хельсинского архипелага. Это очень красиво. Я очень люблю это место, эту дорогу. Дорога до Суоменлинна – это целое отдельное приключение. И с борта корабля можно увидеть очень много чего интересного. Но так как наша тема сегодня посвящена российской истории внутри финской столицы, интересен будет вот этот остров, который как раз мы сейчас проплываем. Интересно его название. Он называется Русский остров. Рюсся-Сааре. Рюсся – это по-шведски как раз. Это значит русский. И как мы знаем, что Финляндия когда-то была частью Швеции, еще до России, и это название сохранилось, Рюсся-Сааре. Но парадокс в том, что сегодня Рюсся – это обзывательство, которым финны могут называть русских людей. Говоря о Суоменлинне и об истории России на территории Финляндии, нельзя не упомянуть также еще один остров,
как раз вы его видите сзади меня. Это остров называется Лонна. Очень красивое название, но в российскую эпоху он назывался Договорной остров. Именно на этом острове был подписан исторический документ комендантом крепости. Кронштадт его звали, Олаф Кронштадт, швед. И он подписал договор с российской стороной о том, чтобы Свеаборг крепость была отдана, которую строили специально для того, чтобы обороняться от России в противовес Кронштадту. Вот. Эта крепость была, собственно, русские ее и завоевали, в итоге, можно сказать, без боя. Этот Кронштадт стал таким врагом государства, он на какое-то время даже прятался в Питере, в Петербурге. Его родственники были вынуждены сменить фамилию, но он потом переехал сюда и был похоронен здесь, в Антон, на кладбище. Впрочем, это уже отдельная история. А этот остров Лонна в то время, как я уже сказал, имел название Договорной, потому что именно на нем был договор подписан. И, кстати, все вот эти острова, Сомминлинны, их 5 основных островов, куда ездят туристы, они все имели российские названия в период российской эпохи. И вот главный остров, самый большой, куда мы прибываем, сейчас он называется Большой Черный остров и Самуста-Саари. А в то время, в российскую эпоху, он назывался Комендантский остров, потому что именно там была квартира коменданта крепости. Также были Инженерный остров, Госпитальный остров, вот, который как раз мы видим. Это очень интересно на самом деле. Вот мы подплываем как раз к Свеаборгу, к Сомминлинна. Видим казармы, розовое здание, напоминающее Кронштадт. Но не только эта казарма была построена церковь. Там маяк расположен вверху, который подает сигнал самолетам и в первую очередь кораблям. Букву Х, Хо по-фински. Буква Хо, означающая Хельсинки. И эта церковь была изначально православной. Ее построил Константин Тон, знаменитый архитектор, построивший Московский вокзал в Питере и построивший Ленинградский вокзал в Москве. И вот эту церковь. Но когда финны стали независимыми уже в 20 веке, отделились от Российской империи, от России, и церковь была реконструирована уже финскими архитекторами в таком стиле эклектики. Даже финны многие ругаются на то, что церковь перестала быть красивой, что она уже не такая привлекательная, яркая, интересная. И приходят к выводу, что стоило все-таки оставить тот облик, который был тогда у этого собора. Итак, мы прибыли на столь дорогую моему сердцу крепость Сомминлинна. Хотел добавить еще про остров Договорной, на том, что остров Лонна ныне, да, который называется, что на нем в период российской эпохи изготавливались мины. Они же там хранились, и был такой достаточно взрывоопасный остров. Но, к счастью, он не пострадал во время... А ни в какое время он и не страдал. Ну, а сейчас это место кафешек, место, где находятся всякие развлекательные места, общественные пространства, а также сауна там расположена, популярная у финнов, и жилой дом, кто-то там живет. Можно только позавидовать этому счастливцу. Ну, ему нужна лодка, чтобы добираться каждый раз в Хельсинки. Ха-ха-ха. Вот, собственно, казармы, о которых я только что с корабля вам рассказывал. Очень красивое здание, одно из моих любимых. И это арка, в которой, кстати, проходили императоры. Здесь точно шествовал Александр III, Александр II. Я думаю, Николай II 100% здесь ходил этой аркой неоднократно. И многие также известные в Финляндии жители, короли. Даже Владимир Путин здесь был. Правда, он заходил не здесь, а через Королевские ворота. Там был приглашен в кафе, в ресторан, вернее, на обед. Ну, а мы сейчас пойдем этой аркой, потому что именно за ней кроется настоящий уголок России. Это так называемый русский торговый квартал. И мы видим дома, которые были построены в 1860-е и позже годы. Вот этот вот голубой дом. Это самый старый здесь дом, дом купца Семенова. Он там жил в этом доме, вот там, где крыльцо. Это было крыльцо, и находился магазин в передней части дома. Тогда было модно делать крыльцо, чтобы люди выходили с продуктами или, заходя перед покупкой продуктов, могли обсуждать какие-то новости, какие-то события. Вот потом купец Семенов построил здесь пекарню, в которую потом со своей семьей переселился. И тогда в тот же период были построены и другие дома, их было несколько. Сзади вдалеке мы видим дом штукатура Лаврентьева, это уже в поздний период русской эпохи. Ну, а это красное здание, это школа. В 1909 году была построена для русских учеников, русских детей. Она, собственно, были построены на деньги русского общества, российского общества благотворительного. Ну, а сейчас там находится хостел Сомминлинна, дешевая гостиница, где можно остановиться с ночевкой. Конечно, часть русских домов в начале 20 века были уничтожены. Дом Синебрюхова, в частности, дом других купцов
дом Путанкина, дом Румянцева. Все это было уничтожено, было заменено в 90-е годы вот такими вот домами, более современными. Кстати, школа какой-то период находилась вот в этом здании, доме купца Петрова. Купец Петров, он купил этот дом, построил этот дом, он недолго им владел, потом были другие владельцы, вот этот сарай, который называют сараем Петрова. Вот, кстати, розовый дом, это дом купца Путанкина, был большой дом, двухэтажный, тоже был в 50-е годы прошлого века уничтожен. Сейчас этими домами владеют финны. Вот это дом купца Семенова. Мы проходим, крыльцо, красивое очень здание. Здесь был магазин, уже при финнах был Линненпорти, крепостные ворота. А вот, кстати, информационная табличка на финском, английском и шведском языках. Здесь написано о том, что это Venäläinen Kauppiaskort, или русский торговый купеческий квартал. И интересно, что здесь мы видим такую фотографию Николая Синебрюхова. Этот купец, он когда, будучи молодым, он жил в Ярославской губернии, когда у него умер отец, ему досталось наследство, и с ним он приехал в финляндское княжество, которое стало, на тот момент было свежеиспеченным княжеством при Российской империи. Он понимал, что нужно солдатам, и открыл здесь пивные кабаки, потом построил контору, и в итоге стал очень богатым жителем. И мы чуть позже перенесемся в Хельсинки, увидим его контору, увидим завод пивоваренный Ков, который он построил. Вот, и тут стояло несколько его зданий. К сожалению, ни одно из них не сохранилось. Когда Николай умер, его брат Павел завладел всем наследством. Я чуть позже расскажу об этом. И Павел построил здесь тоже пекарню, которая, кстати, здесь сохранилась. Сейчас мы ее увидим. И была построена харчевня, контора пивная. Все это уничтожено, кроме пекарни. И, кстати, здесь видно одна из фотографий, вот как раз 19 века, а какая-то русская семья, видимо, семья офицера или просто купеческая семья. Видно, что тогда русские из себя представляли такую некую элиту. Уж не знаю, как финны к этой элитности относились. Не думаю, что им это было по душе. Но, тем не менее, что было, то было. Идем дальше. Рядом с домом Семенова находится розовое вот это здание, дом купца Недоносского. Александр Недоносков. Купец здесь тоже построил дом. Он был раньше голубого цвета. Лет 30-40 назад приобрел дом розового облик. Тоже был магазин. Уже при финнах здесь магазин был Хок. Это такой типа пятерочки российской, да, супермаркет. Там была парикмахерская. Рядом с домом Недоносского находится другой дом красивый. Наверное, самый красивый из купеческих домов. Дом купца Галочкина. Он тоже был построен в 1866 году, но в 1909 году уже сгорел от пожара и потом был перестроен. И вот эти вот балюстрады белые, видите, вот эти вот портики, они были раньше частью как раз харчевни Синебрюхова, которая здесь неподалеку была, которая уже уничтожена, и она была уже на тот момент в ветхом состоянии, и как раз их использовали для балюстрад вот этого здания, когда его построили. Вот как раз дом Галочкина сзади меня, и вот это голубое здание, это сарай купца Галочкина, Никанор его звали. Никанор Галочкин, у него был сын Николай Галочкин, который, кстати, женился на Марии Семеновой, дочке купца Семенова. А сейчас я иду немного, прохожу частные владения, где надо вести себя поаккуратнее. На этом месте была, кстати, харчевня Синебрюхова. Финны по сей день эту часть Свеборга называют пьяный переулок, потому что много пьяных солдат здесь ошивалось. Как раз мы видим внутренний дворик Недоносского дома. Ну и вот главная цель, ради чего мы зашли в эти владения, это как раз вот она, пекарня Синебрюхова. Это Павла Синебрюхова пекарня, сохранилась по сей день. Это здание историческое. Оно тоже за 400 с лишним евро в свое время продавалось. Вот. Ну, я так полагаю, что никто не купил за такие деньги. Здание не первой свежести. Хотя здесь было бы здорово открыть какой-нибудь музей пивоварни, музей пива, музей чего-нибудь подобного. Здесь есть потенциал. Ну, дом, конечно, много раз уже был переделан, но труба и внутренняя часть трубы сохранила ту самую еще историческую штукатурку 19 столетия. Здесь есть еще несколько домов. Вот, например, такой красивый дом. Это дом капитана Васильева. Он был построен в конце 19 столетия. Крепость Свеоборг была построена еще при шведах. В 1748 году началось строительство. Вот, и лет 40 оно строилось с перерывами, там какие-то войны были и так далее. Августином Эренсвердом, полководцем, была построена эта крепость, спроектирована. Он многое вложил. Вот это, кстати, сооружение Кронверк Эренсверд, так называемое, как раз названо в честь
ее создателя. Местные его называют «Дом Змейка», потому что он такой витиеватой формы, напоминающий змею. Продолжаю немного историю Сомин-Линны. Хочу сказать, что да, именно с ее захвата российской стороной была завоевана в итоге вся Финляндия. 110 лет Финляндия была частью Российской империи. Здесь в Свеаборге родился критик литературный Виссарион Белинский, его звали. Мое и поколение, и более старшее поколение, напомню, что мне уже 68, он не помнит по урокам литературы этого критика литературного. Как раз он родился здесь, в Свеаборге, в 1813 году, если не ошибаюсь. Дом, где он родился, сохранился. Его отец здесь служил, работал. И, кстати, брат Федора Достоевского тоже здесь был инженером и тоже здесь работал. Увы, сам Федор Достоевский здесь не был. Вот та самая церковь Сомин-Линны. Интересно, что забор, который здесь окружена церковь, еще при России. Вот такого забора в виде цепей. Это шведские цепи. То есть они были под водой для вражеских кораблей, чтобы вражеские корабли натыкались на них. И пушки тоже шведской эпохи. Вот, кстати, табличка, рассказывающая о церкви. Видим, вот как церковь выглядела в период Российской империи. Это, кстати, 1915 год. Это были празднования в честь столетия захвата россиянами этой крепости. Интересно, что здесь парнишка залезает на столб. Видимо, тогда это была популярная забава. И видим здесь также, как церковь выглядела тогда и как она выглядит сейчас, будучи переделанная. Видим даже внутри интерьер. Еще тут какие-то православные мероприятия. Ну и колокол, на котором на русском языке тоже написано. Пойдемте, кстати, его посмотрим, этот колокол. Это тоже очень интересно. Я чуть было не забыл про него. Вот я как раз у этого колокола, колокольня, которая была построена в 19 веке тоже. На нем видим русские надписи на славянском языке. Хотел сказать, что на моем канале вы можете посмотреть видео про Сомин-Линну, которое я сделал. Вот как раз ссылочка, вы видите. Здесь как раз история крепости детально рассказанная. Например, вот эта площадь, парадный плац в свое время это был при Российской империи. Здесь, именно здесь проходили торжественные мероприятия, как раз, которые мы видели на фотографиях, посвященные как раз приезду императора, столетию захвата Свеаборга Российской империей и так далее. Все это происходило здесь. Сегодня здесь, вот сейчас зимой, каток для местной ребятни. Здесь, кстати, была на первом этаже 16-комнатная квартира коменданта крепости. При Российской империи здесь были построены русские купеческие дома. Было построено много других зданий. Вот, кстати, это офицерский клуб. Старейший офицерский клуб Финляндии, тоже такое красивое здание. Вот написано «Упсерикерхо», офицерский клуб. Когда Россия еще владела Финляндией, как раз здесь было построено вот это вот красное здание телеграфа, серое здание телеграфной конторы. В 1910 году было построено это место, неформально называли телеграфная горка. Сзади видите манеж, который тоже был построен в конце 19 века для того, чтобы всякие праздничные мероприятия проходили. Но после того, как крепость Свеаборг стала уже частью Финляндии, и Финляндия приобрела независимость, то церковь была перестроена. И в финскую эпоху до 1973 года здесь была военная территория, военная база. После того, как уже военная база отсюда ушла, оставив только военно-морскую школу на одном из островов. И сейчас такое туристическое место. В 90-е годы Сомин-Линна вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это самый посещаемый туристический объект Финляндии туристами. Кстати, туристы очень любят посещать Сомин-Линну, и мы видим как раз такую группу туристов, идущих на паромчик. Сейчас назад поеду не на основном пароме, а Сомин-Линна ходит также по городскому билету, по обычному билету, ходит другой паромчик. Я захожу на этот кораблик. Он, кстати, перевозит машины на Большую Землю, велосипеды. И на нем я поплыву в Хельсинки. Холодно. Довольно-таки холодно сегодня. Но зато как красиво, посмотрите. Я сейчас нахожусь в Хельсинки,
в центре Хельсинки. И как раз сзади меня здание, которое когда-то стояло в крепости Свеаборг, ныне Сомменлинна. Это была контора Николая Синебрюхова. И вот этого была контора, и где-то примерно в 1824 году это здание было разобрано там, в Свеаборге. Доски и камни привезены сюда, и оно в том же виде было построено здесь. А почему здесь? Потому что здесь открылся завод, пивной завод Николая Синебрюхова. Вот как раз вы его видите. Такое мануфактурное красно-кирпичное здание. Там как раз труба находится большая. И Синебрюхов открыл здесь как раз завод. И вот этот завод пивной, он выпускал пиво, которое изначально называлось Синебрюхов. Но, как мы понимаем, что финны не могли нормально произносить фамилию и произносили не Синебрюхов, как надо, а Синебрюков. В итоге пиво получило название Ков с двумя F, очень знаменитое финское пиво. И вот как раз оно производилось здесь. Ну и сейчас этот завод, это здание, оно сохраняет атмосферу 19 столетия, тех заводов, которые можно встретить в некоторых российских глубинках. Здесь в Хельсинки это тоже такой пример того, как жили русские иммигранты здесь на территории Финляндского княжества. Кстати, вот эта карета, которую здесь вы видите, к ней, смотрите, здесь даже есть бочка пивная. Это имитация той кареты, которые раньше развозили пиво по городу, вот отсюда, с этого завода. 1819 год, это год, когда Синебрюхов, будучи еще юным наследником своего отца, который умер, он приехал сюда, в Гельсинфорс, и здесь основал свое пивное дело, стал самым богатым в итоге меценатом, самым богатым жителем Хельсинки на тот момент. Вот умер он бездетным и без супруги, и все его наследство досталось его брату Паулу. Там вот вы видите желтое здание, мы сейчас туда пойдем. Это музей Синебрюхова, это дом, где жил со своей женой, семьей брат Николая Синебрюхова Павел, который тоже был богатым меценатом, коллекционером. И в его музее как раз собрано много интересных вещей, связанных с антиквариатом, связанных с богатой жизнью 19 века. Вот как раз это здание, дом Павла Синебрюхова. Он построил себе этот дом, Павел Синебрюхов, со своей женой Фанни. Вот эта вот площадь, территория, такой холмистый парк, так называемый Южный парк, вот с той башенкой интересной такой, как ладью шахматную напоминающая. Вот этот парк, Южный парк, он сегодня называется, но изначально это парк Синебрюхова. Это территория как раз, где Павел Синебрюхов со своими друзьями, гостями, они здесь могли прогуливаться, это была их территория. И Павел потом умер, и Фанни умерла, но перед смертью Фанни, жена Павла Синебрюхова, она завещала этот дом, это здание со всем интерьером, со всеми произведениями искусства городу. И ее повеление было не просто, чтобы город владел этим зданием, но и сделал бесплатным и доступным для каждого жителя и гостя города, чтобы каждый мог прийти туда, полюбоваться интерьером. На первом этаже проводятся сменные платные выставки, а на втором этаже бесплатная, так скажем, галерея, там и картины, интерьер. Это очень интересно и очень красиво. По-моему, это самый лучший музей в городе Хельсинки. Дом и музей Синебрюхова расположен на легендарной Хельсинской улице Бульварде. Но эта улица славится еще одним местом, которое, очень связано с Российской империей. И это Александровский театр, который как раз вы видите за моей спиной. Великолепное здание в неоклассическом стиле. И представьте, какая культурная жизнь, какие страсти кипели здесь, внутри него, рядом с ним. Вся русская интеллигенция посещали этот театр. Открыт этот театр был при императоре Александре II. Собственно, его имя и получил этот театр, Александровский театр. По сей день он так и называется. Он был построен во второй половине 19 столетия, а конкретно в 1879 году, и через год, в 80-м году, здесь произошла первая опера, премьера, это была «Фауст». В этом театре проходили постановки многих известных на тот момент писателей, например, Максима Горького, и сам Максим Горький лично присутствовал на премьере одной из своих произведений. Увы, не сохранились сведения, какие именно, но если даже не сохранились, то их надо искать в архивах. И, конечно, Максим Горький был на премьере, он тоже выступал здесь перед премьерой своего представления. И многие спектакли, они были в то время запрещены в самой России в силу того, что они поднимали некие социальные темы, неугодные государству. А так как Великое Финляндское княжество, оно было слегка отделенным от того, что происходило в России, и здесь было позволено чуть больше, чем там, на большой части страны. Поэтому многие
авторы показывали премьеры и свои спектакли, которые было бы очень рискованно показывать где-нибудь в Москве или в Петербурге. На сцене этого театра это делать было можно. Из известных имен, помимо Горького, здесь выступал главный бас Российской империи, один из знаменитейших оперных певцов 19 столетия, Федор Шаляпин. В 90-е годы, насколько я знаю, здесь выступали некие российские исполнители. По сей день в нем проходят всевозможные концерты. Вместимость театра 500 мест. Лет 7 назад этот театр хотели продать. Он был выставлен на продажу за достаточно небольшую сумму, но покупателей не нашлось. Конечно, театр нуждается в реставрации. Он, кстати, внутри напоминает Мариинский театр, который находится в России, в Питере. Да, и насколько известно из новостей, здесь хотят в будущем сделать отель. Ну, конечно, вот эту театральную в нем обстановку, атмосферу хотят оставить. Поэтому это Александровский театр, это уникальное сооружение здесь, в Хельсинки, отражающий русскую эпоху вот во всем своем, так сказать, великолепии. Вообще, Бульварди – это кладезь архитектурных жемчужин, есть в том числе связанных с Российской империей. И вот как раз рядом с Александровским театром вот это здание. Ничего особенного. Здание в стиле функционализм. Интересно оно тем, что на этом месте раньше стояло российское посольство. Вернее, не российское, а посольство Советского Союза. И в 40-е годы, во время войны, как говорят источники, советские самолеты скинули по ошибке, целясь в какое-то, может быть, другое здание, скинули с самолета бомбу прямо на это здание, оно сгорело, вот вы можете видеть фотографию. И в итоге было построено вот это здание. Сейчас я на трамвае еду к месту, которое нельзя не посетить, находясь в Хельсинки. Это здание российского посольства. Садимся в трамвайчик. Садимся в трамвайчик, садимся в трамвайчик. Поехали. И, конечно, в этом фильме я всего не покажу, что связано с Россией. Этого много, и чего-то я могу упустить, забыть и не знать даже. Но самое интересное в этом видео. Трамвай привез меня в район Улан-Линна. Ну и вот это Улан-Линна славится своими посольствами. Здесь находится посольство Эстонии, Нидерландов, Италии, Венесуэлы, Швейцарии, а также посольство Соединенных Штатов Америки, которое расположено напротив посольства Великобритании. Вот здесь же мы видим церковь Святого Генриха, католическая церковь. Но нас в первую очередь интересует посольство Российской Федерации. Я уже подошел к зданию российского посольства. Вот как раз за массивным забором это серое, монументальное, мрачное здание, пугающее своей атмосферой. Вот я как раз иду мимо забора российского посольства. И хочу сказать об этом здании, что оно было построено в середине 20 века. Архитектор Стрижевский. Но интересно, на какие средства было оно построено. Здание, которое очень напоминает здание Советского Союза, такие классические мрачные сталинские времена. Собственно, еще Сталин был жив, когда была построена эта постройка. И серп и молот мы тут видим, и другие элементы. Даже не знаю, какого стиля. Вернее, я знаю, какого стиля. Здесь и ампир. Здесь и дипломатический стиль, свойственный как раз Советскому Союзу. Но здание на самом деле интересное, если убрать всю политику, и все это здание в архитектурном отношении очень даже есть на что посмотреть. Так вот, оно было построено на деньги финнов. Финны в результате так называемых репарационных выплат, это те деньги, которые после войны они должны были заплатить Советскому Союзу, ну или часть этих денег. И вот это Россия решила, что вы нам давайте не деньгами, а давайте постройте-ка нам вот это здание, здание посольства. И оно было построено на эти деньги. Мало сейчас кто об этом знает. Расположено, кстати, посольство на улице Техтанкату. Как раз мраморный дворец видим, тоже такое интересное здание. Здесь, кстати, была школа раньше при посольстве. Эта школа закрылась, но посольство осталось. И вот интересный, знаете, факт, что вот там за забором юридически находится владение России. То есть это уже Россия, Российская Федерация. И попав туда, ты уже не во власти Финляндии и финских законов. Вот сейчас я руку просунул через забор, и моя рука сейчас в Российской Федерации. Вот интересно, что сзади забор, и сейчас здесь, конечно, не так все массивно. И вот как раз давайте перейдем дорогу. Извините, что не по пешеходному переходу. Вот, что посмотрим, что здесь сейчас есть. Ну, я вижу всякие ленточки в виде цветов украинского флага. Вот еще какое-то красивое здание. На нем тоже украинский флаг. Не знаю, как сейчас там внутри, но
В свое время, когда здание было построено, внутри висела красивая люстра, уверен, что она по сей день там висит. Изображение Московского Кремля, флагов советских республик. Вот здание посольства, вот это вот светлое здание, это жилой дом, где живут работники российского посольства. Видим машины с номерами дипломатическими. Слышите вой сирен? Надеюсь, это не за мной едут. Это интересно, это место очень показывает историю отношений советского правительства и советско-финских отношений того периода. Район Уланлинна, это центральный район Хельсинки, и здесь, конечно, это край таких посольств, район посольств. Вот сзади меня посольство Швейцарии мы видим. Красивое здание достаточно. И шикарнейшая набережная. Летний период она особенно прекрасна. Хотел сказать, что Финляндия связана не только с Российской империей, но и с Советским Союзом. При Хрущеве, Брежневе отношения между Финляндией и Советским Союзом были, собственно, неплохие. Во многих городах Финляндии были много зданий, много мест, которые можно связать было с советским периодом. Вот одно из таких мест, монументов, это так называемая Статуя Свободы. Очень интересный памятник на набережной, который сохранился, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, обстановку с Украиной. И вот как раз, что здесь написано, что этот монумент мира, заметьте, был воздвигнут в 1968 году, то есть при Хрущеве, народом Финляндии, как символ мирного сосуществования и дружбы между Финляндией и Советским Союзом, СССР. Такой вот удивительный памятник, как символ мира, который как бы говорит: давайте жить дружно. То, что сейчас творится, это, конечно, кошмар, но я очень верю, что эти времена закончатся. Здесь же, на этой набережной, можно увидеть красивые здания, сооружение, которое на холме сейчас видно между домов, такое зеленовато-салатового цвета. В то время как раз там тоже проводились некоторые курортные мероприятия. Здесь же видим два маленьких островка. Вот на одном находится здание с красной крышей, а на другом зеленой крышей. Зеленая крыша – это старый ресторан, который был воздвигнут еще в конце 19 века на деньги Синебрюхова и других купцов. Александр III, император, присутствовал на открытии ресторана. А здание с красной крышей – это старейший в Финляндии яхт-клуб, тоже 19 века. Ну, отсюда, кстати, еще видно Соменлинну. Остальные здания здесь не относятся к Российской империи, поэтому о них говорить не будем и идем дальше. Недалеко от Сенатской площади находится здание Национального финского банка. Старинное здание, построенное еще в 19 столетии, во второй половине. В тот период как раз была финская марка изобретена. Вот этот дядька Снельман, это создатель финской марки. Это тот человек, который как бы придумал, можно сказать, ее, основал. Здесь интересно видно, что следы бомбежек советской армии, да, которая бомбила Хельсинки во время Зимней войны в 1944 году. Рядышком по соседству находится Национальный архив Финляндии. Вот такое красивое здание, построенное архитектором Карлом Густавом Нюстремом. И рядом со зданием архива видим вот такое красивое здание, построенное тоже Карлом Густавом Нюстремом в начале 20-го столетия. И это дом сословий, так называемый дом сословий. Дом, который был построен для представителей буржуазных, религиозных сословий того времени. Отдельное здание было для представителей дворянских сословий. Ну а для остальных, чуть менее значимых, так скажем, было построено это здание. Но нас интересует то, что находится вверху. И там мы видим рельеф того, как Александр I, император Российской империи, посетил Финляндию в 1908 году. Это было во время Сейма, который состоялся в городе Порво в 50 километрах от Гельсингфорса. И там в здании собора было провозглашено то, что Финляндское княжество становится частью Российской империи. Собственно, такой виток истории, который запечатлен здесь, на этом рельефе вверху Дома сословий в Хельсинки. Как раз рядом с Домом сословий и рядом с Сенатской площадью собора есть музей денег. Это абсолютно бесплатный музей, куда может зайти любой желающий. И в этом музее можно увидеть много чего интересного, связанного с деньгами, с валютами разных стран. И в том числе с историей финской марки здесь, которая была такая валюта. И здесь можно разглядеть как раз в том числе финские марки, где на русском языке написано
3 марки серебром, и, безусловно, это очень интересно. Но мы покидаем музей денег и двигаемся дальше в сторону острова Катаянока, где нас ждет нечто уникальное. К моему глубокому удивлению выглянуло солнце. И я сейчас подхожу к острову Катаянока, но не могу не обратить внимание вот на это здание и на рельеф, который на нем изображен. Интересная очень картинка. Я его неоднократно раньше видел и всегда думал, что это что-то связанное с периодом дружбы Финляндии и Советского Союза. Вот этот рельеф, который очень напоминает символы, которые часто на дворцах культуры в Советском Союзе лепили. Данный рельеф был сотворен здесь в 1951 году финским скульптором, финским художником. Его звали Карл Вильхельм. Он родился в Санкт-Петербурге, там учился. Здесь есть несколько его работ в Хельсинки. И среди них выделяется вот этот рельеф, и называется он «Улов Петра». Да, это интересная история, которая содержится в Евангелиях, в Библии, о том, как апостолы, и в том числе апостол Петр, они ловили рыбу всю ночь, и они не могли поймать рыбы. Улов был довольно скудный, и вот утром пришел Иисус, который попросил Петра вновь закинуть сети. Петр, который совершенно не ожидал, что из этой затеи что-то выйдет, это сделал. Рыбаки, апостолы будущие, они не смогли даже поднять, настолько был богат этот улов. Этот случай, он нам показал любовь Иисуса и Бога, в частности, к самому Петру. Улов Петра называется, напомню, рельеф. Вот это вот, собственно, Иисус, вот это Петр, это вот другие апостолы, и среди них стоит какой-то дядька в рабочей советской форме. Советское прошлое художника, да, его молодость, она, конечно, отразилась в этом рельефе. Интересно, что этот художник, этот Карл, он умер через 2 года после того, как этот рельеф здесь на стене появился. Этот дом принадлежит православному Успенскому собору, который вот как раз мы видим сзади меня. Это уже остров Катаянока, он соединен мостиками с центральной частью Хельсинки. Мы сейчас как раз туда направимся и посмотрим поближе на эту церковь. Это Успенский православный собор, который находится в самом центре финской столицы. Построен он был в 1860-е годы архитектором по фамилии Горчаков. На тот момент Российская империя достаточно основательно засела на территории Финляндии тогдашний. И, конечно, здесь русских было примерно столько, сколько нерезных собак. И, конечно, это русское общество здесь в Финляндии нуждалось уже в большом соборе, в большой такой церкви. Был построен этот храм, эта церковь, и оно по сей день является самым большим православным собором здесь, в Скандинавии, в Северной Европе. Построена она была в византийском стиле. И этот собор – самый главный символ именно религиозной составляющей русского следа, русской эпохи здесь, на территории Финляндии. Я недавно в новостях читал о том, что в этой церкви приходили не только прихожане, именно православные, да, но и приходили другие, видимо, финны да и не только финны, возможно, те, кто не исповедует православную веру, и они приходили сюда в момент, когда происходила литургия, когда можно было выпить немного вина, которое прихожане пили, в ходе каких-то ритуалов православных. И приходили попить винишко не только те, кто знает, зачем это делается, да, или делают это из каких-то традиций, но и те, кто хотели просто бесплатно отведать алкоголю. В результате фишку просекли и перестали почивать алкоголем посетителей церкви и стали наливать что-то безалкогольное. И мы идем на оконечность острова Катаянока, где находится одно очень интересное сооружение, массивное, большое и красивое. Его спроектировал знаменитый Карл Людвиг Энгель, которого мы уже неоднократно сегодня упоминали. Так вот, это здание – военно-морская академия, которая была построена в первой половине 19 столетия. И все здание в стиле ампир, неоклассицизм такой. Очень красивое, помпезное здание. И остров Катаянока изначально это был такой скалистый остров, на котором ничего не было. Надо было расширять земли новоиспеченного Хельсинки, который тогда разрастался. Была построена такая военно-морская академия. Такое вот красивое здание, напоминающее Санкт-Петербург, вот с этими пристройками, на которых есть колонны, ионический портик так называемый. Потом этот остров он стал потихоньку обживаться. Здесь стояли деревянные избы, где жили простые
бедные, небогатые люди. Чуть позже была построена церковь православная, Успенский собор. В конце 19-го, начале 20 века стал появляться район в стиле югент. Но это уже совсем другая история. Хотя эти дома были построены при Российской империи, но это уже отражает финскую культуру, финскую архитектуру и финский такой народный стиль. Ну а эта военно-морская академия, она дала начало тому, что остров Катайнока стал в итоге таким престижным для жизни. Сегодня это очень красивое место. Я очень люблю остров Катайнока. Здесь приятно прогуливаться. И он богат историей. И здесь, конечно, потрясающий вид на воду, на острова. Отсюда видно зоопарк, новый район Колосатома, 4 небоскреба. Видно район Марихака. Ну а я сейчас подхожу к памятнику, который можно связать с Советским Союзом. Это даже не памятник. Это мина. Вот эти мины были в водах Финского залива, здесь в водах Балтики были разбросаны. И эта мина – это такая дань памяти тем людям, которые приняли участие в том, чтобы сделать Финляндию свободной. Здесь можно увидеть надписи на нескольких языках, в том числе на русском языке. И написано, что посвящается саперам по разминированию, с ошибкой написано, по разминированию Финского залива. Кто переводил, непонятно. И сейчас эта мина, это ужасное орудие убийства, украшает, если так можно сказать, набережную острова Катайнока в Хельсинки. Я нахожусь рядом с еще одним историческим зданием на острове Катайнока. Это дом офицеров российской армии, построенный в 1913 году. Хельсинки на тот момент был крупной точкой Балтийского флота, один из крупных городов на берегу Балтийского моря. И в этом здании селились офицеры, все, кто связаны с российским флотом. Здесь они собирались, общались, развлекались, играли в карты. Но интересные события здесь происходили в преддверии Октябрьской революции 1917 года. Чуть ранее, в этом же 1917 году, матросы, которых уже достали офицеры и вся эта элита так называемая, которая тоже их ни во что не ставила. И вот группа таких матросов-революционеров, одержимыми идеей свержения режима, да, они ворвались в это здание с оружием. Многих офицеров и все, кто здесь находился, весь этот бомонд, конечно, они их унижали, избивали. Они срывали с них медали, срывали все картины, значки со стен. Многие офицеры были убиты. Ну, конечно, восстание, как всегда, было подавлено в итоге. Сейчас в этом здании открыто казино. Но для всех, кто интересуется историей, эта постройка служит таким примером событий, которые происходили в конце Российской империи. Я еду как раз сейчас в трамвае по Хельсинки. Это популярные зеленые трамвайчики. Еще при Российской империи вместо трамваев входили так называемые конки. Это были вагоны, к которым были привязаны лошади, кони. Поэтому и название такое конка. Ну а потом уже появились электрические трамваи. Я сейчас нахожусь в районе Кроунунхакка. Это в центре города, недалеко от Сенатской площади. И нахожусь я на улице под названием Елизаветинская, Лиизанкату по-фински она называется. И интересно тем, что здесь есть такой вот дом розового цвета. И вверху на этом доме есть купол, напоминающий купол Русской Православной Церкви. И, конечно, это впечатляет, удивляет и в некое недоумение вводит тот факт, что на обычном доме вверху находится такой купол, такой некий симбиоз жилого дома и православной церкви. На самом деле это так называемая Котикирко, домашняя церковь, приход православной церкви. И в этом здании, кстати, находятся всевозможные квартиры и конторы, связанные с православной епархией, которая здесь есть. Уж не знаю в нынешнем состоянии какая ситуация, но до недавней поры здесь, конечно, кипела такая православная общинная жизнь. Там вот в этой церковной части здания проводились всевозможные службы, литургии на русском, на финском, на английском языках. Ну и, конечно же, это прямая связь с русскоязычным обществом, живущим здесь, в Хельсинки. Здесь, кстати, за забором находится клиника, бывшая клиника, которая тоже была построена в 19 столетии, в первой половине, под руководством Карла Людвига Энгеля. Но тут интересно нас представляет некое другое здание.
перейду дорогу и вам его покажу. Это вот это здание. В этом здании жил некий человек в начале 20-го столетия. И интересно, что в нулевых годах 20 века, то есть в 1906-1907, где-то примерно в этот период, у него в гостях в этом доме останавливались известные нам люди. Это писатель Максим Горький, его друг, и также Владимир Ильич Ульянов, который впоследствии был известен как Владимир Ильич Ленин. Хотя никакой памятной таблички на здании нету, но факт остается фактом. В этом доме останавливались Горький и Ленин. Я нахожусь на площади Хаконьеми, большая площадь, историческая. Но интересен здесь красивый дом в стиле югент, модерн, на котором есть такая табличка, что в 1917 году в этом доме останавливался никто иной, как Владимир Ильич Ленин. Обратите внимание на год 1917. Это именно тот год, когда произошла Октябрьская революция, и получается, что Ленин, находясь в этом доме, уже планировал судьбу России. И в этом доме получается, что в 1917 году жил человек, который повернул ход не только российской, но и мировой истории. На самом деле в Хельсинки очень много домов, связанных с Лениным, где он останавливался. Но это, наверное, пожалуй, единственный дом, на котором висит табличка, что Ленин здесь был. Но это не единственное место и не последнее место, которое связано с Владимиром Лениным. И сейчас мы отправляемся на трамвае еще в одно место в Хельсинки, которое носит имя Владимира Ильича Ленина. И вот я здесь. На самом деле про это место знают в основном пожилое поколение. Молодежь уже не интересуется этой темой, да и имя этого человека им не так знакомо. Это парк имени Ленина. Удивительно, правда? В центре Хельсинки, в центре европейского города находится парк Ленина. Ленинин-Пуйсто, вот здесь даже написано об этом. Парк красивый, такая зеленая уютная территория. Ну, это парк, такой маленький зеленый уголок, зеленый оазис, недалеко от центра города. Скалы тоже есть, скалистые участки, вот озеро. Место очень симпатичное даже зимой. Этот парк здесь возник на этом зеленом участке в 1970 году. И когда этот зеленый уголок сделали, то наверняка думали, как его назвать. Я так думаю, что попросили кого-то открыть календарик и глянуть, какие круглые даты можно отметить в этом году. Ничего не нашлось. И какой-нибудь товарищ Микелайнен, член Собеза финского, посмотрел календарик и посмотрел: о, смотрите, а в этом же году исполняется 100 лет, как родился Владимир Ленин. Владимир Ленин? Так это же российский гражданин. У нас с ним ничего плохого не связано? Да нет, нет. Благодаря ему, Ленину, ведь Финляндия отделилась и стала независимым государством. Ну да, да. Ну что, у нас, в принципе, Ленина, памятника нет Ленину. Ну, парк давайте забабахаем. Назовем именем вождя мирового пролетариата. И вот как раз в честь 100-летия Ленина появился этот парк. Парк Ленина в Хельсинки. Была идея здесь поставить памятник Ленину, но идея реализована не была. Но парк, вот такое место. Напрямую, конечно, оно с Лениным не связано, но носит его имя. Сейчас я нахожусь у одного из зданий в Хельсинки, которое является одним из интересных представителей советского такого наследия, наследия СССР в Хельсинки. Это Дом культуры и науки. Посмотрите, вот это здание. И самое интересное в нем – это советская символика на его фасаде. На советской этой мозаике, на этом панно мы видим серп и молот, красный советский флаг и видим голубей мира. И это удивительно, что такое место вообще существует в Хельсинки. Дом российской культуры и науки, или как его еще здесь называют, Русский дом, появился в 1977 году. Это были тогда как раз те самые неплохие отношения между Финляндией и Советским Союзом. И вот эта советско-финская дружба, это здание, это дом, это такой яркий представитель той самой дружбы. И 1977 год, это год, когда вышел фильм «Служебный роман». Возможно, он был показан здесь, в кинозале, и в этом здании действительно имеется кинозал, в котором показывались премьеры советских фильмов, которые выходили в тот период. Думаю, что премьера фильма «За спичками», который вышел в 80-е годы, тоже здесь проходила. Здесь также проходили всевозможные мероприятия, всякие культурные обсуждения, исследования, разговоры о жизни русских. Совсем недавно, когда началась война между Россией и Украиной, это здание
попало в такой в некий скандал, да, и хотели его убрать, переквалифицировать это здание, но не стали этого делать, к счастью, наверное, к счастью, потому что все-таки это здание историческое здание. Вот здесь как раз сзади меня по-фински написано, что это Русский центр культуры и науки. Знаете, для меня поразительно то, что вот на этом стенде, видимо, когда-то это были афиши мероприятий, которые здесь проходили, сохранился триколор российского флага. Удивительно, что никто его не заляпал, не замазал. И тут видны фотографии Санкт-Петербурга. Написано, что фото и видеосъемка запрещена. Очень хорошо. Вопрос, который меня волнует больше всего, как, наверное, и вас, выступал ли здесь с концертом Сергей Дроботенко. Согласитесь, здание весьма интересное и, пожалуй, самый яркий символ Советского Союза здесь, на территории Хельсинки. Вот это красивое здание было построено в 1913 году, период, когда Финляндия еще находилась под властью Российской империи. И это здание было построено как школа, лицей такой для мальчиков, его назвали Александровский лицей, Александровская школа. Построено это здание было архитекторами, российскими архитекторами со смешными фамилиями Шишко и Чайко. И эти архитекторы специализировались на как раз строительстве кадетских корпусов, всяких военных училищ. После того, как Финляндия стала независимой, это здание уже перешло к этой уже республике, к этой стране. И здесь открыли кадетский корпус. И потом приделали как раз вот фигурки животных. И сейчас здесь очень здоровский музей естествознания, где на 4 этажах можно увидеть скелеты всяких животных, динозавров, рыб, млекопитающих и также мумии животных разных стран. Очень красивое здание, украшение города Хельсинки. И также отголосок Российской империи. Я сейчас нахожусь на проспекте Маннергейма, на центральной улице Хельсинки, на главном проспекте. И помните, я вам показал табличку, где Софийская улица написана на 3 языках, включая русский. Ну, то бутафорская табличка. А вот я как раз нахожусь сейчас рядом с табличкой, оставшейся с российских времен, где написано Восточная Генриховская улица. Роберт Генрих, это был секретарь министра при правительстве, и улица была в честь него названа. Ну и потом как раз эту улицу переименовали вот проспект Маннергейма, как вверху написано. Но сегодня здесь весело, кстати. Я прошел всего одну остановку от проспекта Маннергейма и нахожусь еще в одном месте, которое хочу вам показать мимолетом. Это вот эта вывеска, видите, написано Gold, написано Kulta, по-английски и по-фински это значит золото. Ну и, собственно, переводчиком не надо быть, здесь и по-русски написано золото. Как мне объяснил мой дорогой товарищ Янне, который живет в Хельсинки с детства, что здесь находится магазин, и это ювелирный магазин. И как сказал мне Янне, что много русских покупателей здесь, помимо финнов. Поэтому и табличка, собственно, на русском языке. Она уже выцвела, она уже облуплена, но она присутствует. Что очень приятно, я каждый раз, проезжая вот на трамвае мимо этого места, я всегда гляжу на эту табличку, и мне становится на душе очень приятно. Ой. Приятно зайти в трамвай, погреться. Холод сегодня просто неимоверный. Хорошо, что у меня есть горячий чай. Хорошо. Тепло пошло внутрь. На самом деле это не чай, а столичная водка. Сейчас, кстати, я еду в район Мункиньеми. Это красивый район на окраине Хельсинки. И там нас тоже ждет один небольшой объект, который связан с русскоязычным населением Хельсинки. Если вы хотите увидеть 5 самых красивых мест Финляндии, вот в южной туристической части, ну, которые я видел и которые меня впечатлили и понравились, вы можете по ссылочке посмотреть видеоролик «5 самых красивых локаций Финляндии». Ну что, я согрелся и надо выходить. Я доехал до района Мункиньеми на окраине Хельсинки. Очень красивый район. И сюда можно доехать до трамвая номер 4. Это конечная остановка этого трамвая. Конечно, этот район интересный. Я когда-нибудь, может быть, сделаю про него отдельный ролик. Если это видео, благодаря, возможно, вам, наберет
100 тысяч хотя бы просмотров, в чем я, конечно, сомневаюсь, но вы можете поспособствовать этому. А приехал я в район Мункениеми ради вот этой вот церквушки. Это приход православной церкви здесь, в Мункениеми. Интересно, что в этом районе Мункениеми русских практически нету. По табличкам с фамилиями жильцов практически не найти здесь русской фамилии. Но это сегодня, возможно, раньше русских здесь было побольше жило. Но в любом случае в окрестностях живет русскоговорящее население. И можно утверждать точно, что они посещают эту общину. Это церковь, которая, кстати, носит имя Покровская церковь. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Видим купол с крестом, видим изображение так называемой Марии, Девы Марии. Церковь построена в византийском стиле. Конечно, ей далеко до Успенского собора в центре Хельсинки, который мы чуть ранее видели. Но, однако же, эта церковь представляет интерес. Это одна из немногих общин православных здесь. Раньше их было в Хельсинки побольше. А данная церковь построена была в 1951 году. Она еще была во время войны спроектирована финским архитектором. Вот, и план реализовался после войны, как я уже сказал, в начале 50-х. И вот мы видим такой вот архитектурный памятник русского наследия здесь, в Хельсинки, в районе Мункениеми. Церковь по сей день функционирует. Возможно, и я загляну в нее и покажу вам интерьер. Давайте посмотрим. Как видите, сегодня чудесная зимняя погода. Градусов, конечно, много, холодно, но если периодически заходить в помещения, в трамваи, в транспорт, в торговые центры, погреться, то, собственно, не так уж и можно замерзнуть. Тем более, что такая красота вокруг. Полюбуйтесь. Конечно, это очередное такое некое лирическое отступление от главной нашей сегодняшней темы русского Хельсинки, но, тем не менее, нельзя не полюбоваться этим прекрасным зимним пейзажем. Кто-то даже катается на велосипеде. Дабы увидеть следующую локацию, я спускаюсь в метро и проеду несколько станций. Я вышел на метро Лаутасари, и здесь я покажу место, наверное, самое неожиданное во всем этом фильме. И уверен, что даже если вы очень хорошо знаете Хельсинки, даже если вы работаете гидом в Хельсинки, то про это место вы не знали. На самом деле Лаутасари — это остров, такой достаточно большой остров. На нем давно уже вырос целый район, вот вы его видите. Но главное, что я хочу показать в этом районе, и то, что нас сегодня интересует, это вот эти вот два дома, которые вы видите. Чем они удивительны? Тем, что когда заходишь во двор этих домов, такое чувство, что ты попадаешь на окраину какого-то провинциального российского города. Я, конечно, мог вас обмануть, поехать в соседний Таллин и там показать точно такие же дома. И сказать, что вот смотрите, в Хельсинки какой Советский Союз есть. Но я не в Таллине, я в Хельсинки. И вот кто бы мог подумать, что этот кадр сделан практически в 5 минутах от центра города. Смотрите, даже окна здесь деревянные, стена кирпичная, часы вокзальные, но это шутка. Такое чувство, что сейчас из этих окон выглянет бабушка и скажет: иди пить чай. Даже двери подъезда, смотрите, такие ухоженные, как будто где-то Москва 60-х годов. И точно чувство, что ты в каком-то уютном дворике, не хватает только ребятни, даже какая-то куча хлама. А тут балкон и ковер висит. Ну точно, сейчас выйдет бабушка и скажет: иди мыть попу. И тут даже есть какой-то магазинчик с одеждой. Было бы удивительно здесь встретить пивной ларек. Дымоходная труба тоже есть. Еще ковры висят. Сейчас тоже выйдет бабушка и скажет: я суп сварила, иди ешь. С той стороны деревянные окна, а здесь уже пластиковые. Ну точно, как у нас. Вот даже какая-то рубаха сушится. Прикольно. Во дворе даже есть бельевые веревки. Парадокс, что вообще бельевые веревки в Финляндии — это достаточно редкость во дворах. Но здесь они есть. Такое чувство, что создатели этого двора сделали все, чтобы здесь было чувство, что ты находишься в Советском Союзе. Но там даже внутри дома пошарпанные ступеньки. Обалдеть. Забавные снеговики. Холодно все-таки, не май месяц.
Впрочем, сейчас май. И май в Финляндии выглядит именно так. Ну а в целом Лаутасари это вот такой вот райончик. Приятный, довольно-таки современный. Но эти дома лично для меня представляют особую ценность, потому что, находясь рядом с ними, я ощущаю себя почти как дома. Еще одно место, которое изначально не было в моих планах, но имеет тесную связь уже с современной Российской Федерацией. Это Ледовая арена. Здесь, помимо всевозможных спортивных мероприятий, периодически проходят и проходили концерты мировых звезд и так далее. Но интересно сказать, что здесь также совсем недавно, буквально пару-тройку лет назад, здесь проходил концерт группы Би-2, которая, как мы знаем, участники которой в России сейчас являются иноагентами, так скажем, врагами государства. Но здесь, в европейских странах, они имеют свободу и пользуются популярностью и уважением у тех, кто является, например, противниками войны, которая сейчас есть. Так что вот Ледовая арена – это место, где выступала группа Би-2. Сейчас я захожу в место, куда лучше заходить в вертикальном положении, нежели в горизонтальном. Я захожу на кладбище, на православное кладбище, которое находится в районе Хиеталахти. И это кладбище станет последней точкой в нашей сегодняшней прогулке по русским местам в Хельсинки. Кладбище встречает нас, пожалуй, одной из главных могил этого кладбища. Это могила Николая Синебрюхова, того самого купца, который построил завод, который поил пивом солдат Свеаборга, крепости Соменлинна. И тот человек, который стал очень богатым, человек, который основал Пиваков. 1000 лет здесь, по-моему, никто не заходил сюда, на эту могилу. Ну, по крайней мере, как снег выпал. Я сейчас постараюсь туда проникнуть. О! Калитка открывается. Видим, что Николай Синебрюхов прожил 60 лет. Здесь он похоронен. Собственно, здесь не только Николай покоится. Здесь еще похоронены и его брат Павел, тот самый Павел Синебрюхов. Видим, что здесь еще и другие родственники Синебрюхова здесь тоже похоронены. Это такая семейная усыпальница династии Синебрюховых здесь, на кладбище Хельсинки. Здесь на кладбище находится православная церковь, куда приходят как раз куда приходят православные жители Хельсинки, многие со всех районов съезжаются. Кстати, официальное название кладбища Ильинское. Ильинское кладбище. Оно интересно разными могилами 19 века, всевозможные адмиралы. Есть и несколько иностранных могил, ну их не несколько, их много. Купцов всевозможных. И вот сейчас я нахожусь на могиле Ивана Недоносского. Помните тот розовый дом в русском квартале Соменлинны? Вот как раз тот самый Иван Недоносков. В молодости вы были значительно талантливые, но я не знала, что вы творили под псевдонимом Пастернак. Идем дальше, и, возможно, я встречу кого-то здесь из своих знакомых. Вот, кстати, некие Семеновы Тяньшанские. Уж не знаю, как эта фамилия связана с тем путешественником, который нам всем известен этой фамилией, но, возможно, это их родственники. Я ищу одну фамилию, и она где-то здесь. Вот она. Ох, как завалило ее снегом. А как туда попасть? Это надо по параллельной дорожке пройтись. Сейчас, секундочку. Так, вон там эта могила. Сейчас я пробегусь. Я как Сусанин по сугробам. Вот она. Здесь похоронен Николай Никитьевич Семенов. Это тот самый голубой дом Соменлинна, Свеаборги, самый первый, который встречает рядом пекарня. То, что мы сейчас видели, это, так скажем, неизвестные широкому кругу личности, и, как видим, по затоптанным дорожкам, что к ним и мало кто сюда приходит. Но на этом кладбище есть могилы более известных личностей. И, кстати, туда протоптана дорожка. Популярная могила, согласно одному сайту, это самая популярная могила здесь на кладбище. Вот она. Это могила Анны Танеевой. Вторая ее фамилия Вырубова. Это была фрейлина последней императрицы Российской империи Александры. Она служила при царском дворе, очень много секретов знала, очень много проводила с ними временем. История ее жизни довольно-таки интересная, но грустная.
В 1915 году она попала в железнодорожную катастрофу, и оставшуюся часть жизни, а это довольно много времени, это почти 50 лет оставшихся своей жизни, она провела в инвалидном кресле, мучаясь от болей постоянных. Императорскую семью расстреляли. Она была в 17 году посажена в тюрьму, над ней там тоже издевались, над инвалидом. Да. Благодаря, если так можно выразиться, ее болезни, ее инвалидности, ее не стали долго мучить, освободили. Она в 20 году переехала в Финляндию, которая ее приняла. Ну, жила она довольно-таки скромно, писала книги, делилась воспоминаниями о своем служении при царском дворе. Вот. И в 1964 году умерла. И теперь это особо приближенная к царскому двору, к царской семье, императорской российской семье Николая II, Александры, императрицы. Она похоронена здесь, на кладбище. Здесь видим такая вот ящичек, в котором написано, что просьба с могилы ничего не выбрасывать, оставлять аккуратно на могиле или возле нее. Что мы там видим? Всевозможные вот щеточки для уборки, свечи, какие-то надписи. Какие-то телеграммы, надо же, удивительно. Вот, здесь видим ее фотографию. Она, кстати, я забыл сказать, она приняла монашество здесь, в Финляндии, и такой весьма аскетичный образ жизни вела. Конфетки вкусные. Она, когда стала монахиней, взяла себе эту фамилию Вырубова, а Танеева – это ее фамилия вот в царские времена, до всех этих страшных событий ее жизни. 80 лет она прожила. Ее могилу недавно обновили, она была чуть-чуть в другом облике лет 10 назад. Ориентиром взять вот эту как раз Ильинскую церковь, и дорожка, ведущая вглубь кладбища, как раз приведет вас к этой могиле Анны Вырубовой, Танеевой. Чуть ранее там посередине находится еще одна могила одного известного русскому уху человечка. И как раз вот могила этого человека. Очень неприметная, но все-таки найти ее можно. Вот она, и в этой могиле похоронен Юрий Ильич Репин. Это сын Ильи Репина, знаменитого художника, которого мы все знаем по его картинам «Бурлаки на Волге» и многие-многие. Кстати, мой любимый художник из российских художников, мне очень нравятся картины. Так вот, это его сын здесь похоронен, у которого были достаточно сложные отношения с его отцом Ильей Репиным, вот, и который эмигрировал в Финляндию, здесь писал картины. Это нормально, что его сравнивали с его отцом, но не в пользу Юрия, от чего Юрий, конечно, страдал, и у него была затяжная депрессия. И в итоге он умер здесь, в Хельсинки, покончив жизнь самоубийством, спрыгнув с высоких этажей одного из зданий. Его самоубийство состоялось в 50-е годы 20-го столетия. Вот такая вот грустная история, грустный конец человека с очень известной фамилией, но не очень известным широкой публике. Наша прогулка закончилась, и я очень надеюсь, друзья, что она вам понравилась. Конечно, извините меня за то, что съемка немного такая дрожащая. Это, я надеюсь, что вам не помешало насладиться историей. Мы увидели, каким был Хельсинки во времена Российской империи, в стиле ампир. Узнали о том, какие отношения складывались у Финляндии с Советским Союзом, как они сотрудничали. Увидели несколько зданий, связанных с Владимиром Ильичем Лениным. Увидели много церквей православных и прочих. Надеюсь, что вам этот фильм понравился. Будет очень здорово, если вы поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями, родственниками, знакомыми, вашими близкими, которым, я очень надеюсь, что будет интересно это посмотреть. Спасибо, что прогулялись вместе со мной по русскому Хельсинки. Рекомендую вам посмотреть мое путешествие по Италии, которое состоялось недавно, по солнечной, красивой Италии, по 8 городам. Ну и также посмотрите мое путешествие по Польше, которое тоже состоялось по 8 городам, и которое произвело на меня очень большое впечатление. И здесь на кладбище мы ставим точку этой прогулки, но нас ждут еще другие. Так что до свидания и до новых встреч. Пока!